Привет! Это пилотный выпуск, где я буду рассказывать все новости из мира электротранспорта. И начать хочу я, конечно же, со своей любимой доски МИПа, а точнее с новости о том, что ее компания, одноименная МИПа, представила у себя в Инстаграме, нагоняла такую прям интригу на протяжении 5-7 дней, то, что вот через 7-6 дней каждый пост делала, то, что через такое-то количество дней будет прорыв в мире электроскейтов. И я же все думал, что же там может быть такого. Они делали какие-то намеки, то, что вы можете путешествовать на гораздо больше расстояния без всяких проблем. Я подумал, что они просто улучшат батарею до нельзя, и ты сможешь проезжать там километров 50 на одном заряде. Но, как казалось, это не так. И они представили MIPA NLS, что расшифровывается как MIPA New Level Skateboard. То есть они говорят то, что это прорыв в мире электроскейтов. Не знаю, согласиться с этим или нет, потому что премьера была, точнее, вот подготовка к премьере была прям очень такой грандиозной, постоянно нагонялась атмосфера, то, что мы сделаем что-то очень-очень грандиозное. Но по факту они представили это уже где-то с неделю назад, и как только они представили, я зашел на их сайт, чтобы посмотреть, что это за доска. Стоит она, кстати говоря, $599, как и MIPA версии 2.0 с батареей от Теслы, то есть чтобы ехать 30 километров. В общем, я зашел, посмотрел описание, и там были гифки показанные, что нового вообще в этом электроскейте. И эту неделю я ждал, пока они их восстановят, потому что сейчас, если зайти на их сайт и посмотреть эти гифки, то там будет написано, что они навсегда удалены с данного ресурса или что-то типа того. То есть я думаю, блин, вы неделю не можете восстановить свой сайт, камон. То есть я помню, что там было изображено, но не успел, к сожалению, сохранить. Поэтому некоторые кадры я буду брать от Boosted борда, еще от чего-то. В общем, что же такого нового и инновационного? На что они сделали огромный упор. В своем инстаграме они представили набор MIPA NLS, в котором доска лежит в коробке, и к ней разложены всякие аксессуары. Но там они положили контроллер от MIPA 2.0 обычный. Но в новом скейте они сделали упор на новый контроллер. То есть вот так он выглядит. И как вы можете заметить, у него очень мощный фонарик. Не знаю, насколько его будет хватать с учетом того, что батарейку в него вставить огромную нельзя, так как не позволяют размеры и здравый смысл, ведь делать его там 200 грамм, не вариант, потому что это все-таки ремонт, который не должен чувствоваться даже в руке. В общем, они обосновали это тем, что, мол, вы можете теперь кататься ночью, потому что у вас есть мощный фонарик, встроенный в пульт. Не знаю на самом деле. Я езжу боком на электроскейте, и как-то пультом освещать себе дорогу, сомнительно. Сомнительно очень. Потому что есть всякие модификации на скейты. У некоторых производителей они сразу стоят, что ты можешь прикрепить снизу LED-индикаторы, и тебе будет освещать дорогу. Скейт. То есть прям куда ты едешь, что ты будешь видеть, а здесь надо рукой направлять. Такое себе изменение на самом деле. Еще изменения коснулись дизайна. Теперь вот так выглядел старый МИПа, вот так выглядит новая доска. И что изменилось? Во-первых, теперь вы можете заряжать свой телефон по USB от самой доски, то есть в каких-то критичных ситуациях это может быть пригодится, но такое себе на самом деле. Также вы можете увидеть, сколько процентов осталось у вас на доске именно в процентах, а не по шкале на пультике, как это было до этого, типа 25, 50, 75, 100. Там именно вот 92% осталось, 73% осталось. Это по мне так удобно, потому что не всегда удобно рассчитывать свой маршрут, исходя из того, что у тебя осталось 25%, и ты не понимаешь, на самом деле, это 25 или это еще 38, потому что, сами понимаете, разница в делениях, там, погрешность. Также на их официальном сайте написано, хоть и без картинки, потому что я не могу до сих пор восстановить, но написано, что также была усовершенствована батарея. Вы ее можете купить отдельно за 159, если не ошибаюсь, долларов дополнительную. И меняется она за 2 минуты буквально. То есть открутить пару болтов, вставить новую и поехал дальше. Не знаю, на самом деле, в чем была трудность до этого так сделать с батареей, потому что
Там тоже надо было открутить болта 4, если не ошибаюсь, и контакты подсоединить. Не так уж сложно. Также изменения коснулись того, что до этого, если вы толкаетесь на электроскейте, когда он уже сел, просто толкаетесь как на обычном, то немного ход замедляется, и для моторов все же это немного как-то вредно. Сейчас у них на сайте написано то, что теперь вы можете спокойно толкаться, ехать как на обычном скейте, когда он севший, или просто помогать ему. Это изменение я считаю классным, потому что мне иногда не хватало его, то есть я все равно боялся как-то за моторы, чтобы они подольше послужили, поэтому в критичных ситуациях шел с ним в руках, а не ехал на нем. И последнее изменение, которое коснулось деки, это тоже довольно прикольно, но не знаю, насколько практично. То есть доска у них и так неплохо гнулась, если она амортизировала движение достаточно. Да, игры немного подзабивались от вибрации асфальта, но все же. А сейчас у них доска прям как у Boosted Board, там была вот прям такая дивка. Но, к сожалению, ее сейчас нет, потому что я не знаю почему. Они нигде не освещают о характеристиках этой доски. На сайте надо копаться, в интернете фоток нет, на обсуждениях в Reddit даже нет никаких фоток. В общем, ситуация с этой доской достаточно мутная только из-за того, что производители не могут дать нам полноты картины. То есть они не могут нам показать, что мы сделали вот это, вот это. Они нам сказали, мы сделали вот это, но криво-косо все представили, не знаю. Хотя интригу нагоняли прям вах. В общем, буду ждать, когда восстановят сайт, тогда, может быть, что-то новое появится. Я все расскажу, напишу в группе ВКонтакте, либо в Инстаграме. Ссылки, кстати говоря, в описании. Пока у меня на этом все. Буду ждать новых новостей от производителей. Я также написал им на почту, что разъясните, пожалуйста, я хочу у вас купить, мол. Буду ждать ответа. На этом у меня все. До встречи и пока.